Hello, my friends! Привет, друзья! Сегодня у нас новое видео из серии Famous Russians – известные русские. Я вам расскажу 7 фактов про одного известного русского человека. А вы напишите в комментариях, кто это. Отгадайте нашего героя. Итак, поехали! Наш герой родился в городе Вятка. Это современный город Киров Кировской области. У его родителей было 6 детей. Семья была очень музыкальная. Папа играл на флейте, мама играла на арфе и писала и пела романсы. Факт номер 2. Наш герой очень любил музыку в детстве, но по совету родителей в 14 лет он поступает в Санкт-Петербургское училище правоведения, право, и учится на юриста. Правда, свою профессию он очень не любит. После училища он начинает работать юристом в Министерстве юстиции в Санкт-Петербурге. Но параллельно, вместе с этим, он занимается музыкой и пишет музыкальные произведения. Его друг Николай Рубинштейн предлагает ему переехать из Санкт-Петербурга в Москву и стать преподавателем музыки, гармонии, теории музыки, инструментовки в музыкальных классах Московского отделения Русского музыкального общества. Вот теперь наш герой смог развернуться и заняться творчеством. За всю свою жизнь он написал 10 опер, 7 балетов, 3 симфонии, 104 романса и много-много других музыкальных произведений. Факт номер 5. Главными его музыкальными произведениями считают «Лебединое озеро» – балет, концерт для фортепиано с оркестром номер 1, оперу Евгений Онегин и многие другие. В биографии нашего героя была одна тайна, одно неизвестное пятно. Говорят, что он больше любил мужчин, чем женщин. Представьте, как трудно ему было жить в царской России и преподавать музыку молодым людям, юношам. Он очень страдал от этой своей особенности. Умер наш герой в 1893 году, в конце XIX века, когда в Санкт-Петербурге была эпидемия холеры. Но после него осталось множество шедевров мировой классической музыки. Отгадайте, кто наш герой. Напишите его имя, отчество, фамилию и его профессию, его призвание. Если вам интересны наши игры, подписывайтесь на канал и ждите следующую. И приходите на уроки русского языка в школу MyRusский. Пока-пока!